Здорово, Яри, всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу вот такую интересную штуковину. Это AMD BC250. Это первое русскоязычное видео на YouTube, в котором будет показана вот эта штука. Все, поздравляем вас, поздравляю вас, потому что я хочу порадовать вас, своих подписчиков, вот такой вот диковинной штукой. Я буду первым на YouTube, класс. Хочу выразить огромную благодарность подписчикам, которые закинули мне монетку на покупку примочек для этой штуки, чтобы запустить ее. Вот. Большое вам спасибо, ребят. От души. Благодарю. Если хотите меня поддержать, чтобы я дальше ковырялся с этой штукой и заставил ее там работать уже более идеально, или собрать ее там в виде компьютера, тоже можете поддержать меня монетой. Ссылка на донат будет в описании видео. Ну что ж, начинаем. Купил я эту штуку из Америки, и вышло мне купить две штуки, вышло мне 18 тысяч рублей. Да, я купил не одну, а две. Две на всякий случай, одну, если что, я продам здесь в России, чтобы тоже ее кто-то передвалил. Вот, а вторая остается мне. Купил я их, значит, с Америки, потому что их в России вообще не было. Еще также рассматривал варианты на Taobao, там на других китайских площадках, на бэушных китайских площадках. Нигде их нету, они есть только на eBay. Вот, покупал я из-за санкций, пришлось так, то что я писал там в разные компании, они мне писали то, что это санкционный товар, мы не можем его отправить. Поэтому я на Авито там нашел одну девочку. На самом деле оказался это мужик, который просто, а девочка этот менеджер. Вот. В общем, я написал так и так. Мне нужна вот эта штука, вот этот товар, но он санкционный, поэтому его надо отправить через Казахстан. И вот он мне приехал через Казахстан. Вот, в принципе, вот такая кратенькая история, как эта штука мне доехала. Вот, давайте уже я расскажу вам про саму эту штуковину. Первое, что мы видим, радиатор вот такой вот продувной под серверную стойку. Да, эти штуки, они ставятся на серверную стойку. Вы можете посмотреть, ну, корпус под серверную стойку. Вот сейчас я вам покажу тут фотографию, как это выглядит. Вот, то есть компания ASRock в 2021 году выпускала вот такую вот штуковину. Ну и что это такое и на чем оно базируется? Здесь под радиатором находится чип от PlayStation 5, APU, графика плюс процессор. Но в отличие от оригинального чипа PlayStation 5, он здесь немного порезан. А именно, отключены два ядра и чуть-чуть урезаны ядра графики. Я уж точно не помню, но два ядра процессора здесь точно отключены. Вот здесь вы можете увидеть подсъем. Я там показал, что находится под радиатором. Сейчас вот ставлю этот фрагмент. Вы посмотрите, если интересно. Ну что ж, снял я радиатор с платы, прокладки не стал все снимать. И что мы видим с этой стороны? Здесь непосредственно сам чип находится. Вот он, вот такой вот. Что я заметил, кристалл у него такого интересного цвета. Он немного такой, типа, ну, цвета роз голд, что ли, немного отдающим фиолетовым. Вот. Потом, что еще? Видим здесь чипсет, судя по всему, какой-то AMD-шный. Вот, не знаю, потом я еще загуглю. Посмотрю, может, это от какого-то десктопа чипсет, или это чипсет от PS5 самой же. Вот. Что еще? Ну, мультиконтроллер, судя по всему. Ну, вот он какой-то там. Вот, опять-таки, я не знаю, при пердолинге, может быть, эта информация понадобится. Потом, что еще? Видим драйвер, и судя по красочке, он прошиваемый, вот, и, собственно, на нем прошивочка. Так что, если он полетит, то будет проблематично его заменить. Так, что еще видим? Ну, тут, понятно, обвязка биоса, зона VRM, такая вот довольно-таки хорошая, судя по всему, по количеству мосфетов. Потом, что еще? Ну, что еще по основной плате здесь показать? Здесь еще VRM. Видимо, тут VRM распределен как-то, видимо, какой-то из них идет на процесс, какой-то на GPU-шку. Вот, один из них. Но, скорее всего, вот этот на процесс, вот этот на GPU, потому что все-таки, ну, чип для игр, типа. Вот. Потом давайте заглянем с другой стороны, что находится. Сейчас переверну плату аккуратненько. Сейчас, секунду. Вот, и здесь мы видим с обратной стороны 8 банок памяти, которые повторяют точь-в-точь дизайн платы от PS5. Ну, на PS5 именно точно так же расположены чипы памяти.
Вот, абсолютно. Я еще приложу фотографию разобранной PS5. Вот, и можете видеть то, что все там одинаково. Чипы памяти здесь какие-то микрон с вот такой вот маркировочкой. Вот. Что-то довольно-таки короткая маркировка, скажу я вам. Обычно маркировка длиннее, как бы на видеокартах. Ну да ладно, значит, вот такая маркировочка. По остальному, что здесь с обратной стороны, ничего интересного, в принципе, больше я не вижу. Вот. Хочу отметить то, что термопрокладки на память довольно-таки толстые. Вот такие-то где-то 3-миллиметровки, может 2,5. Вот. Термопрокладки толстые. Вот, ну, более-менее живые. Вот, по поводу радиатора, что еще? Чипсет у нас охлаждается, VRM 1, VRM 2 охлаждается. Вот, и еще какой-то транзюк у нас тоже охлаждается. Вот, на этом, в принципе, вблизи все. На этом, в принципе, вблизи все. Дальше, что мы видим на этой плате? Хотя подождите, давайте расскажу, зачем это вообще выпускалось и почему это было выпущено. Дело в том, что на дворе был 21 год, бум майнинга, и тогда майнили на всем, на чем угодно. И в ход пошли бракованные чипы от PlayStation 5. Тогда компания ASRock именно выпускает эти штуки, выпускала, подсуетилась и решила распаивать эти чипы на вот такой вот плате под майнинг. Да, эти штучки, они в майнинге без проблем работают, там ставится HiFOS или MMPOS, и спокойно настраивается майнинг. Но в сегодняшнем видео мне майнинг на ней вообще не интересен. Мне интересен на ней запуск игр. Вот, там, сделать из него, в общем-то, компьютер, который сможет запускать игры. И спойлер, это у меня получилось спустя там 2-3 бессонные ночи. У меня все это получилось. Давайте посмотрим по интерфейсам, которые у нас есть на плате. Первое, что мы видим, 8-пин разъем для подключения от обычного ATX блока питания. То есть на обычном компьютерном блоке питания замыкаем черный и зеленый провод и подсоединяем этот провод. Ну, сначала подсоединяем, потом замыкаем. Вот, и тем самым включаем эту штуку. Больше никаких питаний не требуется. Также мы видим два разъема питания, которые именно идут через серверную стойку. Если они у вас там в сборе, эти штуки стоят, то питание подключается сюда. Потом, что мы здесь видим? Здесь видим разъем CPU fan. Сюда мы подключаем вентилятор для охлаждения этой штуки. Потом, здесь есть батарейка CMOS, которая сохраняет и держит настройки BIOS. Потом здесь есть два джампера, получается, это вот этот вот отвечает за автовключение при подаче питания, вот этот отвечает за сброс настроек BIOS. Потом смотрим дальше. На самой плате мы видим здесь разъем для SSD NVMe. Вот, M2 NVMe. Это фактически PCI-Express 4X, да, PCI-Express X4. Вот, то есть в теории здесь можно подключить еще какие-то любые расширительные устройства с PCI-Express благодаря какому-нибудь вот такому переходнику на Riser там или что-то подобного. Вот. Но обычно сюда ставится SSD-шка. Потом, что мы здесь еще видим? Модуль для подключения криптографического ключа TPM. Вот, флешку BIOS и разъемы для прошивки BIOS. Вот, в принципе, по этой части здесь все. На обратной стороне, что мы видим? Видим здесь две кнопки. Это кнопка включения, это кнопка Reset. 2 USB второй версии, один DisplayPort для вывода изображения, 2 USB 3.0 и Ethernet разъем. На этом, в принципе, все. Вот так вот, в принципе, выглядит окружение этой платы. И вот с обратной стороны здесь находится вот такой вот бэкплейт, под которым находятся чипы памяти. Ну, в том фрагменте вы уже, наверное, увидели. Ну вот и все, друзья. Что нам понадобится для того, чтобы начать преодолеть эту штуку? Давайте я ее отложу подальше. Нам нужно будет купить вот такой вот USB хаб. Купил я его что-то там рублей за 200. Это USB хаб с USB 3.0 на 4 разъема USB 3.0. Вот такой вот. Потому что USB разъемов здесь довольно-таки мало. Потом, у этой штуки нету звуковой карты, поэтому нужно будет купить хотя бы вот такую вот звуковую карту. Я еще не проверял ее, но надеюсь будет работать. Она универсальная, как заявляется продавцом. Вот. И вот нам нужна будет вот такая звуковуха. Потом, также нам понадобится какой-нибудь накопитель. Вы можете использовать NVMe, но ввиду того, что я бичара, у которого его нету, я буду использовать вот такую вундервафлю. Это 3
Type-C разъем USB 3.0, переходник, ну, корпус для внешнего жесткого диска, на SATA-шник, в общем-то, переходник. Потом здесь у меня установлен M2 SATA, ой, не M2 SATA, а M SATA накопитель на 256 гигабайт, который я поставил на вот такой вот переходничок, вот, на обычный SATA. И получается, это как работает. Я вставляю эту штуку вот сюда, вот так вот, и уже через разъем Type-C, сейчас возьму проводочек вот этот вот, и через вот такой вот проводочек я буду подключать вот эту штуку к USB 3.0 разъему. Вот таким вот образом будет у меня подключен накопитель. Таким способом мы сможем накатить винду на вот этот вот SSD-шник, не используя NVMe разъем. Потом также, поскольку здесь используется DisplayPort, нам нужно будет какой-нибудь переходник. Я ради интереса купил вот такой переходник, я еще не проверял его, но есть такие переходники, которые с DisplayPort на HDMI, если у вас HDMI монитор. Но я для деревни купил, не знаю, может в будущем эта штука поедет мне в деревню, я купил переходник с DisplayPort на VGA. Не знаю, потом проверю, у меня здесь нету монитора, чтобы проверить. Но если у вас нет монитора с DisplayPort, вам нужен будет какой-нибудь вот такой переходник. Ну и что еще? Нам нужен будет образ операционной системы Linux. Да, не пугайтесь, именно Linux, ничего сложного в нем нету. Это даже операционная система, которая дарит вам дофамин, если вы долго мудохались с какой-то проблемой терминала, там не понимали, как это все сделать, но вы поняли, вы эту штуку сделали, то эта операционная система дарит вам дофамин. Вот. Так что не бойтесь Linux. Здесь на флешку нужно будет установить образ Fedora 40, вот, потому что именно на Linux дистрибутива Fedora все работает. Я, перепробовав несколько дистрибутивов, именно графическая оболочка вот этой DE-шки, да, ну, линуксоиды поймут, я остановил свой выбор на KDE Desktop, что-то там Plasma. Вот, KDE Plasma Desktop. Вот, в общем-то, давайте что, сейчас я эту штуку подключаю. Вот, подожди подключать, подожди, насчет охлаждения, как сюда делать охлаждение? Сейчас я возьму вторую, покажу. Насчет охлаждения, смотрите, вот что я как приколхозил. Смотрите, в общем-то, кусачками удаляются вот эти ребра и ставятся сюда на стяжки вентиляторы. Сейчас я вот тут вот фрагмент, если найду, вставлю, как я кусачками вот это все убирал. Вот, так что эту плату я откладываю. Вот, поскольку, смысл? У меня вторая есть. Вот, и вот так вот я прикрепил два вентилятора Cooler Master. Это все не перегревается, все отлично продувается. Вот, подключены они у меня вот к этому разъему CPU Fan. Два запараллелил, подпаял там 2 к 1 разъему, и все нормально. Вот. Американцы, кстати, так не додумались, они ставили турбину, когда это делали. Вот. А мы, русские, короче, догадались, мы удалили ребра и поставили тихие вертушки. Так что все будет комфортно. Ну что ж, давайте, вот именно с этого момента начинается инструкция от и до, как запустить на этой штуке игры. И в конце у нас будут тесты в самих играх. Ну что, бояре, начинаем, ребятушки. Ну что ж, бояре, начинаем настроечку уже с винды, получается. Первое, что нам надо сделать, это открыть выход в интернет и написать в браузере Fedora 40. Здесь заходим на вторую ссылку на официальный сайт fedoraproject.org, скачать Fedora Workstation, и здесь нам надо будет нажать, получается, вот сюда, Fedora Media Writer, Windows and Mac. Если вы загружаете образ через Linux, то, соответственно, выбираем Linux. Нажимаем, поскольку я из-под винды, нажимаем Download, и у нас здесь открывается GitHub, и нам нужно скачать вот этот вот exe-шник. Закачиваем его. Вот, сейчас он скачается. Вот он скачался, и мы его открываем. После того, как открыли, у нас здесь идет лицензионное соглашение, и, получается, устанавливаем программку. Но она у меня уже установлена. Сейчас я ее открою. Сейчас. Вот. И здесь у нас запускается вот такой вот установщик. Это вот как у винды. Получается, есть же эта штука для создания Windows флешки, да? Только здесь уже Linux. Здесь мы нажимаем. Получается, здесь автоматом стоит загрузить автоматически. Так и оставляем. Нажимаем далее.
Здесь мы ставим выбрать из сборку, именно ставим. И здесь в списке берем, получается, Fedora KDE Plasma Desktop. Вот, и именно лучше всего ставить Fedora KDE Plasma Desktop, потому что те, кто к Винде привык, им будет легче именно на KDE Plasma. Вот, ну, можно, в принципе, любую сборочку поставить. Главное, чтобы именно дистрибутив был Fedora Linux 40-й версии. После того, как мы здесь все выбрали, то, что нам нужно, нажимаем «Далее». И здесь обязательно укажите версию 40. Аппаратную архитектуру оставляем все на месте и подключаем нашу флешечку и выбираем здесь флешку. Вот. После того, как выбрали флешку, нажимаем «Загрузить и записать», и эта программка скачает ISO-образ вот этой Федоры, сама накатит его на флешку, и после этого будет уведомление о том, что все готово, типа ваша флешка готова. Все. После этого нам нужно будет установить Linux на нашу BC-шку как раз таки. Все, на этом действия с виндой, действия флешкой заканчиваются, и уже переходим к дальнейшим инструкциям. Ну что, бояре, подключил я это все, то есть вот так вот все подсоединил, не осталось ни одного свободного USB порта, но потом флешка отсюда уйдет и подключится USB хаб, а к нему звуковуха и все остальное, что нужно будет подключать. Вот, сразу подсоединил я интернет, он в будущем при установке нам понадобится, подключил я вот так вот SSD-шку вот эту вот, вентиляторы, подключил блок питания, и давайте сейчас будет первое включение этой штуки, и нам нужно будет попасть в BIOS. Вот так вот она сразу запускается. Вот, и приходим уже к экрану. Ну что, бояре, вот я и попал в BIOS, и первое, что нам надо будет сделать, вот, кстати, BIOS сам как выглядит, видим то, что Total Memory 16 гигабайт, процессор Type, Build Diet, вот это все и BIOS версия. Вот, существует взломанный BIOS, который позволяет распределить, ну, по-разному гигабайты памяти на графику и на процессор. По умолчанию, если у вас не хакнутый BIOS, я этим еще не занимался, может быть в следующих видосах по этой штуке я этим займусь. По умолчанию здесь 8 на графику и 8 на CPU. Вот. И там, я считаю, это достаточно, в принципе, не обязательно хакать BIOS, но если интересно, можно будет в следующих видосах его хакнуть. Так, что мы делаем? Заходим в раздел Boot и ставим нашу флешку первой. Вот. Если у вас будет включен вот этот параметр загрузки, его мы отключаем. Это загрузка по порту LAN, то есть по MAC-адресу, через LAN загрузка. Вот. Нам надо будет поставить нашу флешку с Linux первой. После этого нажимаем Save Change and Exit и перезагружаемся уже. С флешки, получается, будет запуск, и будем ставить Linux. Давайте сейчас он загрузится, и я вам все покажу. Что ж, загрузились мы с флешки, и вот здесь вот нас встречает Grab меню, то есть выбор загрузки. И нам нужно будет, получается, спуститься вниз и выбрать вот этот Trouble Shooting, вот этот выбираем, Enter. Вот, и здесь появляется пункт Start Fedora KDE Live, Basic Graphics Mode. Обязательно запускаем именно его, то есть ничего другого. Вы делаете все как я. Вот и загрузилась, получается, установка Fedora. Вот как только это все появилось, тут нас приветствие встречает. Нажимаем Skip кнопочку и запускаем вот этот ярлык Install to Hard Drive. Нажимаем, ждем пока загрузится. Сейчас загрузится и покажу, что делать дальше. Так, вот и появилась у нас установочка Fedora. Здесь выбираем язык русский. Клавиатуру ставим русский, получается. Куда-то фокус пропал, куда-то съехал. Далее нажимаем кнопку продолжить. Жмем продолжить. Блин, извиняюсь, фокус куда-то уехал. И здесь настройки системы. Здесь надо будет нажать место установки. Стоит здесь у нас отформатированный, кстати, если что, если у вас SSD-шник не новый, нужно будет с винды загрузиться, получается открыть утилиту DiskPart и очистить наш диск через DiskPart. И после этого мы уже сможем использовать этот жесткий диск для установки Fedora. Нажимаем вот так, нажимаем «Готово». Вот, все остальные галочки оставляем все как есть. Потом надо будет учетную запись root включить, получается, включить учетную запись root, задать пароль, я ставлю единичку, он здесь пишет, конечно, то, что пароль слишком короткий, мы после этого 2 раза нажимаем
готово, готово. Все, мы установили учетную запись root. Далее надо будет нажать создание пользователя. Вот, и здесь вбиваем имя пользователя, пароль, то есть создаем учетную запись. Вот, я ввел, получается, имя и имя пользователя. Вот, после этого как раз таки мы все это ввели, нажимаем готово, еще раз готово. И все, что нужно, мы здесь настроили. Если нужно, также настраиваем дату и время. Но я этого делать не буду. Нажимаем начать установку. После этого у нас идет установочка Федоры. Вот, видим то, что тут пишет фокус, что с тобой? Ход установки, и вот здесь вот будет процесс установочки. После того, как вот эта полоска полностью дойдет сюда, ну, у меня монитор, конечно, огромный, поэтому полосочка большая. Вот, здесь появится кнопка, сейчас она не активна, ну, будет кнопка «Завершить установку». Нажимаем «Завершить установку», и после этого нажимаем вот сюда, получается, и надо будет нажать «Рестарт» и подтвердить перезагрузку. Когда будет перезагрузка, смотрим, чтобы у нас клавиатура отключилась, мышка отключилась. Когда подсветка пропадает, вытаскиваем флешку, и уже идет у нас загрузка с этого SSD-шника. Вот, он уже в BIOS, там будет выставлена загрузка именно с него. Вот, ну что ж, я пока жду, пока все это установится. И уже следующий шаг будет уже именно внутри операционной системы Fedora. Что ж, вот я и запустился с Fedora, получается, все, система на SSD-шнике. Вот, и теперь первое, что нам нужно сделать, чтобы в будущем нам система не делала голову своими выключениями, надо зайти вот в пункт, ну, эдакий пуск, так сказать, настройка, параметры системы, открываем вот эту менюшку, и здесь нам надо будет спуститься вниз, энергосбережение, здесь нужно будет отключить спящий режим, при бездействии ничего не делать, ставим. Отключение монитора отключаем, и после этого применяем настройки. Вот, все. Теперь наша система не будет выключаться при простое. Это делается для того, чтобы в будущем, когда мы будем патчить ядро Linux, когда мы будем применять патчи MES, то есть драйверов AMD-шных для графики, чтобы наша система, не дай бог, не выключилась, и у нас ничего не слетело, чтобы у нас ничего криво не поставилось. Потом, еще один важный шаг, блокировка экрана, с которым я мудохался, я не понимал, почему у меня система все равно блокируется. Надо убрать вот эту галочку, и вот эту галочку я, пожалуй, тоже уберу. Все, у нас система теперь будет всегда работать, даже если мы не активны. Далее, что мы делаем? Нам понадобится терминал. Терминал. Вот, открываем вот консоль, запускаем ее. Вот, у нас открывается терминал. Здесь нам надо будет ввести следующую команду. Sudo su. Это мы получаем права суперпользователя для следующих действий, которые мы будем делать дальше. Нажимаем здесь наш пароль, который мы создавали. Все, теперь у нас доступны root права. Далее, что мы делаем? Открываем встроенный браузер Firefox. Нам надо будет зайти на GitHub. Закрываем это все ненужное и пишем здесь AMD BC 250 GitHub. Вот. Открываем здесь ссылочку именно вот эту Mazen Enjoyer. Вот. Спасибо этим чувакам, которые сделали вот этот пост на GitHub. После этого спускаемся вниз. Если что, я на всякий случай опубликую также текстовую инструкцию, как все делать, в каком порядке. И по ссылке в описании будет инструкция, наверное, после в телеге сделаю. Дальше нам надо будет вот это вот скопировать, вот эту вот команду в пункте Simple Setup Script. Мы ее копируем. Вот. Имейте в виду, Ctrl-V не работает в консоли, поэтому открываем консоль, нажимаем здесь «Вставить», нажимаем Enter. Вот, и все. В будущем нас вот эта вот команда будет спрашивать там, типа, хотите ли вы там продолжить, хотите ли вы то, хотите ли вы это. Нужно будет нажать на клавиатуру. Там будет написано, типа, там будет спрашивать. Нам нужно будет нажать на клавиатуре Y и Enter. Все. Это вот все, что в будущее какие-то действия нужны будут.
Вот и все. После этого оставляем эту консольку, так сказать, эту работу терминала. Вот. Там в скрипте уже заложено то, что после всех действий система будет перезагружена через 15 секунд. Все, оставляем эту консольку работать. Иногда отвечаем ей на ее вопросы, что мы хотим сделать на yes. Вот. И все, отходим где-то минут на 10, на 15, ждем, пока это все пропатчится. Что здесь происходит? Здесь идут патчи ядра, патчи драйверов MES, патчи OpenGL и Vulkan. Вот, как я понял, читая вот этот пост на Reddit. Вот и все. Дальше, после того, как наш комп перезагрузится и все будет готово, мы уже перейдем к установке Steam и к запуску игр. Так, бояре, все, система у меня перезагрузилась. Оказывается, я что-то напутал и никаких подтверждений не надо. Вон ту команду ставили и просто ждем. Все, ушло у меня где-то минут 10 на всю. Команда выполнилась, комп автоматически сам перезагрузился. Вот, и, чтобы понять то, что драйвера встали, у нас операционка сама уже, раз дрова у нас нормально стоят на графику, сразу закинула 144 Гц на монитор. Все, дровишки у нас, значит, установились, все у нас пропатчено. Давайте теперь ставить Steam. Чтобы установить Steam, пишем в гугле Steam Fedora, открываем вот эту ссылочку. Вот. И здесь вниз немного листаем, и тут using in терминал. Сейчас через терминал поставим. Копируем вот эту команду. Давайте сейчас открою точно так же терминал. Вот, терминал открылся. Вставляю ее, нажимаю Enter. Вот, ввожу пароль. Вот, все. У нас пошла установочка вот этого пакета, так сказать. Потом нужно будет точно так же вставить и исполнить вот эту команду. Вот, и в конце надо будет потом поставить вот эту вот команду. Вот, давайте, вот эта команда уже установилась. То, что видим, то, что выполнено, пишет. После этого, сейчас вот копирую вот это вот. В Steam в Linux все легко, однако. Взял консольку, вставил, все, готово, терминал. Все, эта команда у нас тоже применилась. Теперь копируем вот это. Вставляем сюда, нажимаем Enter. Все у нас пошло скачиванию и установка Steam. Ждем, и у нас Steam будет установлен. Все, вот у нас написалось выполнено. После этого терминал можно закрыть. Нажимаем пуск, и тут будет пункт игры, и здесь у нас вот имеется Steam. Нажимаем один раз, загружается Steam, загружается обновление, и после будет стандартная процедура входа в Steam. Давайте сейчас у меня Steam скачает свои обновления, и уже я открою Steam и покажу, какие настройки надо будет выставить в Steam. Ну что, бояре, вот я и установил Steam, зашел в него, и смотрите, дальнейшая настройка Steam. Не бойтесь, она недолгая. Смотрите. Есть игры, которые без проблем работают на Linux, имеют поддержку Linux, и их спокойно можно установить и играть. Но есть также игры, которые нам, недоступны, и пишет то, что доступно на винде. Ну, у нас же Linux, блин, что делать, блин? Не пугайтесь, есть решение, называется Proton. Нажимаем Steam, настройки. Так, там были мои личные данные, поэтому я и не буду показывать. В общем, Steam, настройки и параметр совместимость. Нужно будет включить функцию вот эту вот и запускать другие игры с помощью Proton какой-либо версии. Но я ставлю вот Proton Hotfix, она чаще всего работает. После этого нужно будет перезапустить Steam. Нажимаем перезапустить. И сейчас Steam перезапустится, и я вам покажу то, что сейчас нам уже Steam будет спокойно давайте скачивать игры и будет их в дальнейшем запускать через Proton. Сейчас заходим, получается, в библиотеку, и давайте откроем ту же самую игру, которая у нас была недоступна. Та-дам! Она у нас доступна. Я конкретно на этой игре и проверял, я ее скачивал, уже до этого пердолинг делал, вот, и все спокойно работает. Ну что ж, давайте сейчас поставлю Киберпанк, поставлю другие какие-нибудь игры, парочку, и уже посмотрим на тест производительности. Ну что, бояре, начинаем тесты с Киберпанка. Настроил я наконец-таки оверлей. У меня говерлей что-то не захотел ставиться, мне пришлось вручную делать конфиг. Давайте объясню, что где находится. Смотрите, GPU, у нас багует отображение нагрузки, у нас происходит в 6,5 раз мы раскрываем AMD. У нас получается
полное раскрытие видеокарты. Ну ладно, на самом деле это просто баг, и мониторинг почему-то неправильно показывает ну, загрузку GPU. Потом, потребление GPU почему-то, ну и процессора тоже почему-то показывает неправильно. При этом напряжение, частоту, температуру, все это показывает верно. Общая загрузка ЦПУ, вот у нас показывается, частоты ЦПУ и ядер, потребление ЦПУ. Потом использование оперативной памяти, вот показывает, но единственный момент, то, что тут пишет в гигабитах. Да, я не оговорился, именно в гигабитах. Оно пишет загрузку памяти. Это, ну, что-то, ну, вот как у жестких дисков, там, 1 терабайт это 1000, там, чего-то там, а не 1024. Вот гигабиты такая же тема. Потом загрузка загрузка видеопамяти, значит, вот. И ниже загрузка оперативной памяти в гигабитах. И загрузка файла подкачки, тоже в гигабитах. Далее, собственно, FPS, время кадра и график времени кадра. Вот, в принципе, такой график. Так, по настройкам графики. Здесь я что сделал? Я поставил, получается, высокий пресет графики, отключил Super Resolution и качество текстур поставил на среднее. Вот. Остальные пункты я не трогаю. Ну что ж, запускаем тест и посмотрим, какой FPS у нас будет на этом чипе. Ну и вот такие результаты мы с вами получаем. Среднее значение FPS 62. Разрешение Full HD, вот, без никакого FSR, пресет настроек высокие, FSR отключен, текстуры стоят средние. Вот. Но я думаю, можно было поставить высокий, потому что видели то, что у нас видеопамять у нас еще доступна. То есть у нас там из 8 гигабайт грузилось там, ну, почти гигов 5. Вот. Здесь такой прикол пишет из-за того, что у нас запускается через, так сказать, эмулятор. Пишет то, что оська здесь Windows 10 Pro, но вот модель процессора, вот модель видеокарты. RAD-V Navi 10, что? Ладно. Вот. Ну, в общем-то, хочу сказать, что эта штука действительно на этом запущена. Вот видим тот же самый Linux. Вот это вот окно. Ну, все, вот Киберпанк был, теперь давайте перейдем к CS2. Значит, CS2. Настройки графики сейчас я вам покажу. Настройки графики стоят, получается, пресет низкий. Вот, и я отключу FSR, потому что и так разрешение Full HD, куда нам FSR, мыло будет. Ставлю, получается, выключено. Все, вот такие вот настроечки графики. Давайте сейчас зайду в катку, получается, в Deathmatch, и посмотрим, какой будет FPS. Ну и на Dusty имеем вот такой вот FPS. Бывают, конечно, просадочки до где-то кадров до 50, до 60, но в среднем где-то держится на уровне 80. Ну, в начале игры, конечно, были просадки и до 30 кадров, когда меня убивали. Вот. Ну, игра, видимо, просвапилась, и все теперь нормально. Ну вот, можете смотреть, вот, в принципе, вот такой вот FPS. Вот. Ну, хотя, вроде как, игра... Или нет. Ну, смотри, вон уже, типа, стабильно около 80-90 держится. Стабильненько. Ну да, все-таки игра просвапилась. Вот. Я не знаю, ну... Конечно, так себе. Ну, видимо, CS2 особо как-то не оптимизирован под это железо, или это дело в Linux. Я, конечно, очень надеюсь, что если мы сможем запустить винду... Не, винду-то запустить мы сможем. Но вот поставить драйвера, которые будут как-то работать нормально с этой графикой, пока что вообще даже никаких драйверов нету, есть только под Linux. И то те, которые патчатся вон той самой командой, которой я все это делал. Вот. Я надеюсь, рано или поздно мы все-таки допердолим эту железку огромным сообществом владельцев, ну как, маленьким сообществом владельцев вот такой штуки. Вот, я надеюсь, драйвера рано или поздно появятся и под винду. Ну вот, будем ждать, будем смотреть.
На этом все, друзья. Если вы хотите как-то поддержать развитие вот этого пердолинга, вот этого проекта, пожалуйста, закиньте денежку, это будет очень мне поможет, это покажет то, что вам интересно это железо. Вот, и все-таки будем пытаться как-то на винде все это запускать. Также у меня из экспериментов есть идея вставить сюда какую-нибудь видеокарту через переходник PCI-Express с NVMe, вот, то есть поставить другую видюху какую-нибудь к этой плате и запуститься уже из-под винды. Посмотреть те же самые результаты в играх уже из-под винды. Вот, такие дела. На этом все, бояре. Всем спасибо большое за просмотр. Всем желаю удачи. Вот, передаю привет ребятам, которые, на гитхабе, которые на Reddit, тем гениальным чувакам, которые сделали скрипт, который все патчит одной командой. Большое спасибо вам, ребят. Все, что-то я заболтался. Все, давайте, всем пока-пока.